Устройства линейки Go от TC Helicon предназначены для людей мобильных, людей, которые постоянно находятся в каком-то движении и которым при этом хочется записывать музыку, ну или, по крайней мере, слушать ту же самую музыку в хорошем качестве. Сегодня мы с вами обозреем вот такую прекрасную вещь. Это одноканальная внешняя звуковая карта как раз-таки из этой самой линейки Go. Карточка называется Solo. Друзья, приветствую вас на канале «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про-аудио. Я не зря упомянул, что вся линейка Go предназначается для людей мобильных. Само устройство достаточно миниатюрное, и это несмотря на то, что мы найдем внутри под капотом. Но обо всем по порядку, и сперва давайте поговорим о возможностях записи. Как я сказал, здесь у нас один канал по входу, он оборудован микрофоном-предусилителем от Midas, который дает нам в максимальном положении до 50 дБ чистого усиления. Здесь есть фантомное питание, так что можно поработать с конденсаторным микрофоном, что, собственно, мы и делаем сегодня. Весь звук у нас пишется с помощью петлички и этой карты. Усиление вот в виде крутилки на корпусе вы можете сейчас сами видеть, какое у нас выставлено. Опять же, по входу мы имеем комбо-разъем, то есть сюда можно подключить и микрофоны динамические, конденсаторные, опять же, так и какой-нибудь инструмент воткнуть в линию и записать. С этим вообще нету никаких проблем. По поводу выхода, вот здесь будьте внимательны, он все-таки есть на маленьком джеке, но какие-то высокоумные вещи он, скорее всего, не вытянет. Мы, например, на студии пробовали Sennheiser на 64 Ома, и мне лично показалось, что громкости как-то маловато будет. Но оно в целом и понятно, вот это устройство больше предназначено для работы с какими-то капельками. Рядом с разъемом под наушники есть регулировка громкости того звука, который пойдет к вам на наушники. Специальные контрольные панели для управления параметрами вот этой карты нету. Все работает через ASIO for All, если мы подключаем все это дело к компьютеру. В целом не мудрено, все управление у нас вынесено непосредственно на корпус в виде каких-то переключателей и ручек, которые можно крутить. Но давайте не будем заостряться на компьютере, все-таки эта история у нас мобильная, и резоннее ее будет использовать с какими-то вещами вроде мобильных телефонов, планшетов, айпэдов, к примеру. Вот сегодня ради чистоты эксперимента я подключил все это дело к iPad, использую GarageBand и все в эту программу пишу. То есть мой голос проходит через микрофон, попадает на карту и оттуда перемещается напрямую ко мне на планшет. Опять же, учтите, что если вы работаете с планшетом, да на самом деле и с компьютером тоже, то этой штуке нужно питание. Его можно взять с помощью двух пальчиковых батареек, либо с помощью блока питания. Тут есть разъем под DC-вход, но, к сожалению, блок питания в комплекте не идет, так что будьте внимательны. Отдельной интересной находкой, на мой взгляд, для миниатюрного мобильного внешнего аудиоинтерфейса стал MIDI-интерфейс. Прошу прощения за тавтологию, здесь есть MIDI-вход, MIDI-выход, но пусть вас не смущает немножко странные по виду MIDI-разъемы. В комплекте нам прикладывают несколько проводочков, с помощью которых мы с вами сможем как раз-таки эти самые разъемы превратить в привычные MIDI. А здесь, читай, с этим аудиоинтерфейсом мы можем использовать какие-нибудь MIDI-устройства, драм-машинные, синтезаторы, какие-нибудь пэдики, MIDI-клавиатуры и тому подобное богатство. Отдельным блоком я вам предлагаю вынести мониторинг и задержку. Это вещи в целом сопряженные и зависящие друг от друга. Так вот, если мы работаем с iPad, напомню, у меня сейчас открыт GarageBand, то здесь есть мониторинг без задержки. Сразу на вокал, к примеру, можно наложить компрессию, драйвы можно подкинуть специальной ручкой или, вот опять же, холл, то есть реверберация. Спокойно при записи мы можем слышать уже свой голос обработанный и в целом получать удовольствие от записи, так это назовем. Что касается гитары, все абсолютно то же самое. Если мы это дело подключаем к компьютеру,
Все абсолютно то же самое происходит с помощью VST-обработки. Единственное, что нам для этого нужно будет померить задержку. Сейчас вы можете видеть на экране все наши измерения, которые мы делали именно с этой карточкой. Я поясню, что задержка — это важный параметр, который влияет на комфорт во время записи, чтобы вы у себя в ушах не слышали, например, двоящийся звук вашего вокала или вашей электрогитары, которую просто будет невозможно записывать с таким звуком. К слову об электрогитаре, я вам сейчас предлагаю сделать еще одну небольшую паузу и послушать на этот раз электрогитару, записанную через эту карту. Перед финальным тестом хочу вам дать немножечко послушать динамический микрофон вместе с этой звуковой картой, потому что не секрет, что разные преампы по-разному работают с динамическими микрофонами, особо их красят. Сейчас вы слышите звук, который и выдает вот этот самый аудиоинтерфейс. Последний тест, запишем с вами вокал под минус, ну и послушаем, как эта карточка работает с вокалом. It was all, and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands, they strong, but my knees were far too weak to stand in your arms with a ball into your feet. Cause there's a side to you that I never knew all the things you say that were never true, and the games you play, you were always with. But I set fire to the rain, watch it burn as I touch your face. Well, the burn while I cry, 'cause I heard that it's screaming out your name, your name. Традиционно давайте немножко об итогах поговорим. Итак, здесь мы найдем один канал на запись. Он оборудован микрофоном, предусилителем от Midas на 50 дБ. Есть фантомное питание. Выход для наушников, ну, такой себе, если честно. То есть какие-то высокоомные истории. 64 Ома и выше он не раскачает, так что лучше используйте капельки. Для этого эта вещь и проектировалась изначально. По преобразователям здесь 24 бита на 48 килогерц. Ну и, конечно же, для питания нам нужен либо внешний блок питания, либо пара пальчиковых батареек. Что меня очень потрясло и что я оставил на десерт, это количество проводов, которые идут в комплекте. Давайте я продемонстрирую. Вот этот ворох, вот эта куча огромная, ее просто дают прямо в коробке. И это здорово, потому что вот эта самая куча проводов, во-первых, это отношение к клиенту. Во-вторых, она позволит вам сразу из коробки начать запись, неважно, на что вы это делаете. На iPad, на Android, на компьютер и так далее. Давайте посмотрим вместе. Итак, первые два провода, которые я уже показывал, это MIDI-провода, чтобы MIDI-разъемы приобрели более привычный нам вид. Дальше у нас идет вот такой провод. Это стандартный USB тип А на мини-USB для подключения к компьютеру. Ну или для подключения к планшету на андроиде. Собственно, здесь у нас есть вот такой переходник. И вот таким легким движением мы получаем провод для работы с андроидом, что очень и очень здорово. Тут микро-USB, и такое встретишь, правда, редко. Поэтому я отдельно подчеркиваю вот этот факт. Остался еще один провод, сейчас мы используем точно такой же. Этот я взял просто с другого набора. Гитарный Go.
тоже аудиоинтерфейс. Кстати, обзор на него вы сможете найти вон там по ссылочке в аннотации. Так вот, это провод на Lightning. USB mini на Lightning, чтобы подключиться к iPad. И все это дело работает без каких-либо костылей, и это реально здорово. Но в конечном итоге мне все-таки будет интересно узнать, что вы думаете по поводу этой карты. Понравилась она вам? Чем? Если не понравилась, опять же, чем? Напишите в комментарии, не стесняйтесь. Не забудьте поставить лайк, если ролик пришелся вам по душе. Ну и я напоминаю, что все это время вы были на канале «Давай запишем». Мы здесь с вами общаемся на тему про аудио. Я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике. Которые при этом хотят. Потом? Леша из будущего, привет, это Леша из прошлого. Не слушай другого Лешу из прошлого, он был неправ, там была банка. Вот сейчас будет акустическая гитара, смотри, не запутайся. Но благо ты там пьешь чай, так что ты расслаблен максимально.